Всем привет! Сегодня хочу немного поговорить о GTD. Я думаю, практически все, кто касался как-либо планирования, знают об этой системе, да даже люди, которые к этому не прикасались. Это достаточно просто популярная, раскрученная система, но она очень хороша, она очень действенна. Именно потому, что Дэвид Аллен, ее основатель, ее как создатель, он основал эту систему на когнитивистике, на том, как работает наш мозг, поэтому она очень хороша. Она очень продуманная, она очень такая цельная, скомпонованная и так далее. В общем, для того, чтобы ее освоить, нужно постараться. Можно, конечно, посмотреть видео. Я тоже пыталась сделать видео на эту тему, но невозможно утрамбовать все в одно-два видео. Лучше все-таки почитайте книгу, потому что там лучше все описано. Там много деталей, много всяких вещей, с которыми нужно поспать, передумать, подумать, прочувствовать и так далее. В общем, система хороша, система работает, но не все хотят вести эту систему, потому что она достаточно специфическая, но есть определенные стратегии, которые помогают улучшить любую систему планирования, которую вы ведете, даже самую простую. Я хочу поделиться этими стратегиями, потому что я ими тоже пользуюсь. В свое время я пыталась вести такую классическую систему GTD. Она немножко мне не подошла, но я взяла все самое лучшее и до сих пор пользуюсь. Это мне помогает. Я думаю, что это поможет и вам. Так вот, первая стратегия, которая является и философией GTD, и она тоже мне очень сильно импонирует, это то, что нельзя ничего держать в голове, нужно сразу все выписывать во внешний источник, выносить во внешний источник. Это основывается на том, что когда в нашей голове появляется мысль о том, что хорошо было бы сделать вот это, нужно не забыть вот это и так далее. То есть вот это сформированный такой посыл на какое-либо действие, это остается, пока вы это не сделаете. То есть это кружится в вашей голове, а за день таких мыслей у нас очень много. То есть мы думаем о том, чтобы не забыть какой-то список, кому-то позвонить, кому-то что-то сказать, и мы постоянно себе это напоминаем. Это все крутится в нашей рабочей памяти. Напоминаю, что рабочая память очень ограничена по времени, по объему, ее легко перегрузить и так далее. И это то место, которое позволяет нам хорошо думать, размышлять, принимать решения, мечтать, фантазировать и так далее. Это вот то место, где находятся все наши мысли, где они все циркулируют. А когда у нас еще вот этот стадо мух, рой мух точнее, из вот этих всех мелких мыслей, это не позволяет нашей рабочей памяти работать так хорошо, как нам хотелось бы. Плюс мы все равно что-то забываем, потому что мухи и пчелы начинают друг с другом конкурировать, какие-то мысли пропадают, какие-то все-таки жужжат и мешают нам выполнить их и так далее. Но как только вы выносите вовне, даже если вы не решаете, то есть пока вы не решите, мысль у вас будет жить. Но как только вы ее выносите, это считается уже решенным вопросом. То есть достаточно записать все эти мысли, и они вас отпустят. Но за счет того, что они будут записаны, вы их не забудете. То есть они уже будут зафиксированы. Вы дальше сможете с ними что-то делать. То есть вы уже их зафиксировали, вы дальше вычеркните или сделаете и так далее. Вы уже их не потеряете, но ваш ум наконец-то будет чистым, ясным, гул уйдет этих бесконечных мыслей, вы сможете, я думаю, хорошо выспаться, хорошо подумать, продумать что-то, наконец-то отдохнуть, потому что когда у вас много обязанностей, когда у вас много дел, если вы это все не выносите вовне, во внешние источники, то ваша голова к концу дня, конечно же, раскалывается, потому что слишком много таких вот мыслей. И следующая стратегия, которая, конечно же, вытекает из предыдущей, которая очень действенная, которая очень сильно помогает лично мне и многим, кто пользуется этой стратегией, это то, что когда вот вы вынесли все во внешний источник, неважно, в телефоне записали, на руке, где угодно, неважно, когда вы решаете, что делать с этим действием, мы привыкли, что мы просто записываем какую-то цель, какое-то действие, что нужно позвонить, нужно сделать, нужно подумать и так далее. Мы к этому привыкли. Но система GTD говорит нам о том, что когда вы решаете, что вы все-таки будете выполнять это действие, эту цель или что-либо, то есть вы ее не выкинули, не перенаправили, не перезаписали на какой-то в календарь, например, не перенесли, что вам нужно какую-то встречу сделать и так далее. Если вы понимаете, что вам нужно это сделать, то не просто ее записываем, эту цель, а определяем следующий шаг, определенное физическое действие, которое вы будете делать. То есть, например, вы хотите записаться в бассейн, и вы хотите туда ходить. Вы можете просто «хочу ходить в бассейн, надо записаться». Такая запись, она не провоцирует вас на действие. Вы просто, скорее всего, будете переносить этот пункт из недели в неделю, из месяца в месяц, потому что а что дальше?
как бы ваш мозг не понимает, что вам нужно делать, и он опять начинает крутить эту мысль, вы опять расстраиваетесь, что ничего не сделали и так далее. Но если по системе GTD поступать, то нужно под этим пунктом прям вот так вот в строчечку записать, найти ближайший бассейн, оценить, выбрать там из 3, например, ближайших бассейнов, купить там, например, шапочку и купальник, не знаю, купить специальное полотенце, тапочки, еще что-то, записаться на ближайший месяц, купить абонемент, то есть конкретное физическое действие. И оно может быть одно, может быть 2, может быть вы можете прям спрогнозировать весь цикл. Лучше сильно на будущее не планировать, ну не расписывать, если какое-то большое дело, потому что что-то может отмениться, поменяться, ну в общем, разные бывают обстоятельства, но хотя бы одно физическое действие, один физический шаг, который вы предпримете, это будет уже много, особенно для таких дел, которые вы вот постоянно откладывали, там, не знаю, написать книгу, вы себе можете поставить: завтра я напишу первые 200 слов. Да, 200 слов это немного, но это начало, это то, что вы откладывали уже так много месяцев. Еще одна стратегия, которая кажется, в принципе, похожа на предыдущую, но соль в ней немножечко другая, то есть суть такая внутренняя. Это то, что да, вы один раз все выписываете, там, освобождаете свою голову, радуетесь, что вам хорошо и прекрасно, наконец-то это все не жужжит в голове, но мы продолжаем жить, у нас продолжается работа, учеба, какие-то дела наши. Нужно обязательно всегда иметь что-либо под рукой, куда вы можете выписать все эти вот мысли, замечания, какие-то делишки, дела, цельки, цели и так далее. То есть вам нужно постоянно выписывать это, потому что вот эти все самые мысли, они постоянно возникают, нам постоянно что-то хочется, думается, нам кто-то что-то предлагает, нам советуют фильм, сериал, песню, дорогу, все что угодно. Если вы не будете постоянно это все выписывать, вы опять погрязнете в этом пчелином улье из мыслей, из незавершенных дел и так далее. Поэтому нужно просто иметь в доступе свою систему и записывать постоянно эти дела. Во-первых, вы их не забудете. Наконец-то все, что вам посоветовали, вы не забудете. Второй момент, вы не перегрузите опять-таки свою голову, и вы можете потом спокойно все это разобрать. Мы переходим к следующей стратегии. Это то, что нужно обязательно поддерживать актуальность вашей системы. Что я имею в виду? Когда вот мы все выписываем, это все, конечно, прекрасно. Когда мы дополняем и так далее, но со всеми этими списками нужно всегда работать. То есть вам нужно всегда отслеживать свой прогресс. Вы никогда не сможете достигнуть какой-либо цели, если вы не понимаете, откуда вы начали, что вы сделали и что у вас в конце. А как раз-таки, когда вы проверяете актуальность ваших списков, это помогает. То есть вы должны обязательно вычеркивать то, что вы уже сделали. Потому что самая частая причина забрасывания планирования какого-либо, это как раз-таки потеря актуальности вашего списка, потому что каждый из нас, я думаю, садился, писал красивый список, все прекрасно, замечательно, потом закрывался ежедневник или там смартфон, и вы шли дальше делать свои дела, и забывали на несколько дней. Такая система, конечно же, не работает, она не помогает, и потом уже страшно вообще ее открывать, потому что уже все поменялось, уже все не то, не так, и в голове опять рой из мыслей, и опять все заново, и опять это все скучно. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно поддерживать актуальность. Дэвид Аллен говорит нам о том, что нужно там каждый день такую легкую актуальность проводить, ну, то есть там вы вычеркиваете те дела, которые вы сделали сегодня, спланировать на завтра. Раз в неделю нужно глобально делать такую актуализацию. Я имею в виду, что нужно все свои списки, все свои там записочки, все, что вы накопили за неделю, нужно все переработать, нужно все пересмотреть, отложить то, что вам уже не актуально, возможно, внести какие-то интересные мысли и так далее. То есть это очень важный момент любого планирования, какого бы вы ни вели. Если она актуальна, значит, она на вас работает. И последняя стратегия, как раз-таки, которую я только что упомянула, это списки. Да, многим кажется, что GTD это только вот бесконечные списки, что кроме списков больше ничего нету. Но вся соль списка в том, что вы просто не забываете вещи, которые вы там себе планировали, задумали, пообещали, вспомнили и так далее. Но опять-таки, если вы не поддерживаете актуальность этих списков, конечно же, они никакого смысла не несут. И плюс эти списки содержат те дела, которые вы, возможно, еще и отложили. Потому что у каждого из нас есть какие-то такие, знаете, мысли, дела, какие-то цели, которые вот вы сейчас не можете сделать, там, не можете решиться, или обстоятельства не те. Но вы не хотите с ними прощаться. Вы думаете, что вот просто нужно дождаться конкретного момента. И списки, они хранят эти цели. Вы можете на них посмотреть, подумать,
подумать, передумать. Возможно, как раз-таки вы подумаете о следующем шаге, и вдруг он придет, этот шаг, но только когда у вас перед глазами все это будет. То есть это помогает вам держать все то, чем вы занимаетесь, на виду. То есть там книги, которые вы хотели прочитать, очень мало кто ведет список книг, которые они хотят прочитать, потому что, ну, кажется, ну вот же они вроде как на полке лежат, и вы все время их видите. Но если они будут в списке, вы, ну, как бы, ну вот же список, вам легче понять, оценить результат. Плюс, когда вы начинаете вычеркивать что-то из списка, который там у вас давно пылился, а вы наконец-то начали это делать, это прибавляет нам энтузиазма, удовольствия, дофамина и всего прочего. Поэтому вот это введение списков, это очень вдохновляет и продвигает все ваши цели. То есть это помогает вам лучше размышлять, интереснее что-то придумывать, потому что вы выносите это все вовне, вы освобождаете свой мозг, но вот оно все на одной плоскости, и вы можете уже дальше с этим играться, плюс какие-то вещи можете объединять, вычеркивать, что-то теряет актуальность и так далее. Это помогает как бы выйти на какой-то новый уровень размышлений, мечтаний, деяний, целей, всего прочего, но только когда оно у вас есть на одной плоскости. Поэтому GTD-списки — это не просто списки, это то, что помогает нам лучше думать, продвигаться к своим целям и думаю, создавать что-то более грандиозное, потому что вот когда вы применяете этот метод, что вы все выносите из головы, потом продумываете следующие шаги, то становитесь более смелее, потому что понимаете, что любое действие можно разбить на определенные шаги, его можно сделать, да, в какой-то момент шагов будет больше, в какой-то меньше, но все выполнимо. Все, мои хорошие, надеюсь, вам эти стратегии помогут в жизни, улучшить ваше планирование. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока!